Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео провожу эксперименты с газетными трубочками, а точнее с их обработкой и покраской. И в главной роли у нас сегодня белая дюфа. Я ее уже упоминала в своем видео о новогодних подарках, вот здесь его можно посмотреть. Так эта пропитка выглядит у нас в России. Это немецкое производство, и я специально показываю вам описание и состав на этой банке, чтобы вы могли ориентироваться. Да, к сожалению, она не везде продается, но не стоит отчаиваться, ее можно заменить и любым другим оттеночным лаком или простым лаком на акриловой водной основе. Давайте откроем банку и посмотрим, как эта пропитка выглядит внутри. Как видите, она чисто белого цвета, почти как эмаль, только пропитка менее укрывистая оказалась. Вы можете видеть это на пальчике. Когда ее начинаешь растирать, она становится почти прозрачной. Она достаточно густая, я бы сказала очень густая, даже ложка стоит, но подозреваю, что разводить с водой ее все же нужно в пропорциях 1 к 1, не больше. Но мы это выясним по ходу эксперимента обязательно. Честно, я уже пробовала эту белую дюфу вот на этих трубочках, из которых мы плели лебедя. Кстати, плетение лебедя можно посмотреть вот здесь, кому интересно. Трубочки были изначально покрашены в белый цвет белой эмалью, и как раз потом я их обработала белой пропиткой. Скажем по-честному, что особой разницы в обработке белой пропиткой или, например, бесцветной пропиткой я не увидела. Белая дюфа не слишком сильно выбелила трубочки, как я на это рассчитывала, но посмотрим, на что она способна еще. Будем экспериментировать с ней немного по-другому. Я проведу 4 эксперимента. В первом эксперименте я белой дюфой обработаю светлые неокрашенные трубочки. Во втором эксперименте я в белую дюфу добавлю колер и посмотрю, как будет происходить процесс покраски и обработки в этом случае. В третьем эксперименте я в белую дюфу добавлю водную морилку и также совмещу процесс покраски и обработки и посмотрю, как пропитка реагирует с морилкой вместе. И в четвертом эксперименте я белой дюфой обработаю покрашенные трубочки темной водной морилкой. Посмотрим, что получится. Начинаю первый эксперимент. Беру дюфу. Трубочек у меня немного, поэтому дюфу беру совсем чуть-чуть, где-то пол столовой ложки. Развожу ее с водой в пропорциях 1 к 1, хорошо размешиваю. Для чистоты эксперимента я трубочки сфотографировала. Они только что накручены, это их естественный бумажный цвет. Немного сероватый, а что с ними будет после обработки белой пропиткой, посмотрим. Промазываю трубочки пропиткой и даю немного подсохнуть. На очереди второй эксперимент. Беру дюфу, добавляю воды и все хорошо перемешиваю. Пропорции те же, 1 к 1. И в этот получившийся раствор добавляю немного колера. Можно и много колера добавить, все зависит от того, какой цвет хотите в итоге получить. Цвет получается очень красивый, согласны? И сейчас этим раствором мы будем красить и обрабатывать трубочки, только сделаем это в одном действии. Я уже вижу довольно хороший результат, и, честно говоря, эта часть эксперимента меня приятно удивляет. Посмотрите, как окрасились трубочки. Довольно равномерно, как мне кажется. Да, конечно, не все идеально, но все же меня такой результат вполне устраивает. Интересно получается. Эксперимент номер 3. Берем пропитку, разбавляем ее с водой 1 к 1, хорошенько размешиваем и добавляем в этот раствор водную морилку и беновое дерево. Так, на глаз. И также хорошо размешиваем. Посмотрите, какой шикарный получается цвет, даже с каким-то перламутром, видите? Это очень странно. И сейчас окрашиваю трубочки этим раствором. Жду, пока они дойдут до кондиции. Не терпится увидеть результат. Для четвертого эксперимента я также разбавила белую дюфу с водой в пропорциях 1 к 1. А трубочки здесь у меня покрашены водной морилкой мокко. Они не совсем темные, но для этого эксперимента подойдут. И покрываю их полностью пропиткой. На трубочках, естественно, появляются белые разводы. Посмотрим, что будет после высыхания. Мы же здесь экспериментируем. И здесь скажу небольшое дополнение. Трубочки я высушиваю не до конца, оставляю их слегка влажными, то есть довожу их до кондиции обработанных трубочек. В этом видео у меня нет цели рассказать, как обрабатывать трубочки. Я это делаю в другом моем видео, ссылку оставляю в описании. Ну вот и результаты. Скажу сразу, что один результат меня реально шокировал и приятно удивил, но об этом чуть попозже. Итак, вот трубочки после первого эксперимента. Мы обрабатывали неокрашенные трубочки, помните? Результат мне не очень понравился. Трубочки стали чуть белее. Если мы их сравним с тем цветом, что был у них изначально, да, они стали белее. Чуть-чуть. Я вставляю фото сравнения, хотя камера не особо передает этой разницы, к сожалению. А еще, что мне не очень понравилось, эти трубочки имеют такую шероховатую поверхность, что им точно нужна еще одна обработка, чтобы они стали гладенькие. Результат второго эксперимента мне очень понравился. Как видите, трубочки покрасились очень хорошо. Да, есть небольшие непрокрасы, но они такие малозаметные, что не слишком сильно бросаются в глаза. Трубочки на ощупь гладенькие, и, конечно, мы здесь сэкономили время и покрасили, и обработали их.
Трубочки после третьего эксперимента меня прям очень-очень удивили и даже шокировали. Вы посмотрите, как они окрасились. Цвет такой интересный, с переливами. Помните, мы с вами в белую дюфу добавляли морилку. На фото это видно даже лучше. Я в шоке, честно говоря, в мягком шоке. И может это такая морилка попалась, не знаю. Буду еще и пробовать, экспериментировать, но результат мне здесь очень-очень понравился. А вот трубочки после четвертого эксперимента. Они стали такие светлые, как будто патиной покрыты. Ну, тоже довольно интересный результат получился. Сравним их с цветом до обработки белой дюфой. Результат необычный. Можно такие трубочки использовать в работе. Почему бы и нет? Что думаете, кстати? Напишите, интересно будет узнать ваше мнение. Ну вот, дорогие мои, такие эксперименты, результаты получились. Напишите, какой результат вам больше всего понравился. А может быть, кто-то из вас уже вовсю пользуется белой дюфой, и как вы пользуетесь? Ее смешиваете с чем-нибудь или просто так обрабатываете трубочки? Напишите, мне будет очень интересно узнать. А может, у вас есть идеи, с чем бы ее еще таким смешать интересненьким? Пишите, будем экспериментировать еще. Если вам понравилось видео, дайте мне знать лайком или напишите любой комментарий. И подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!